Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я, Стали Ханкишиев, хочу продолжить тему любимых блюд моего детства. Вы знаете, как раньше было? Ведь раньше все блюда были сезонные. Сейчас так питаются только самые модные люди. А раньше все вынуждены были так питаться. Мы жили на юге, в Узбекистане, в Фергане. Но, к примеру, свежие помидоры мы ели с июня и максимум по октябрь. Всю зиму, весной, только консервированные. Вот и первая зелень у нас появлялась в апреле, в мае. Каждую весну мать устраивала генеральную уборку. Хорошо мыла окна и после долгой зимы убиралась на веранде. Под широко распахнутыми окнами ставили стол. И я точно знал, что в этот день мама приготовит на обед зеленый борщ. Мама моя родилась на Кубани. Там же прошла молодость у моей бабушки. По всей видимости, именно бабушка научила маму готовить этот суп. И научила, разумеется, со всеми кубанскими тонкостями. Не случайно мы этот суп называли именно борщ. К примеру, в семье моей жены, русских из средней полосы России, точно такой же суп называли зеленые щи. Но знаете, что объединяло и русских, и просто русскоязычных людей из Средней Азии? Мы все называли вот эту зелень не щавель, как положено по словарям русского языка, а щавель. В целом наш русский язык был довольно чистый, хоть в дикторы бери, но некоторые ударения мы ставили по-особому. Я до сих пор не привык говорить щавель. Так и буду говорить, наверное, щавель. Поздно переучиваться. Вот я не знаю, кладут ли на Кубани в зеленый борщ так много лука, как привыкли класть мы. Но мы жили в Узбекистане. С луком там проблемы не было. Но я надеюсь, что и мои земляки из Средней Азии, и родичи с Кубани все одобрят выбор мяса на этот суп, а точнее на бульон. Я взял хорошие говяжьи ребрышки, 2 вот таких ломтя, которым еще предстоит повариться. Повариться вместе с луком и другими овощами. Они еще станут восхитительно нежными, ароматными, и бульон будет такой, как надо. Пусть лук поварится, пусть осядет, пусть даже разварится, пусть выпустит из себя сладость. Кислота из щавеля все компенсирует. Слово «борщ» нынче стало огнеопасным. Называя щами, никто не обидится. Но я могу сказать, что этот суп вполне можно назвать и шурпой. Вы знаете, щавель укоренился в Узбекистане, его выращивают, в нем разобралось и коренное население. Но способ приготовления этого супа ничем не отличается от узбекской шурпы. Только морковь я режу помельче. Так что, если кто-то хочет потратить время не на приготовление вкусной еды, а на бесполезные псевдополитические споры, я таким людям посоветую. Называйте то, что я сейчас готовлю, шурпой с щавелем. И пусть хотя бы на кухне будет мир и дружба. Отличное мясо, лук, морковь создадут великолепный букет для этого бульона. Но все-таки посолить и приправить я считаю необходимым. Соли пока кладу примерно половину от предполагаемого количества. Чуть меньше столовой ложки. Мясо должно успеть просолиться. Мясо из этого супа должно получиться очень вкусным. А еще я очень люблю черный перец. Я не настаиваю. Кто не любит, может не класть. Но я положу черный перец, примерно пол столовой ложки. Не беспокойтесь, не будет слишком остро. Прямо целым горошком. Я хочу, чтобы от этого супа, от этого бульона пот на лбу выступал. Морковь опускать пока рано, пусть лук еще поварится. Я уже говорил, что лук должен утонуть. Морковь я порезал мелко, изготовится она довольно быстро. Может быть, даже одновременно с картошкой. Но вот картошку придется порезать. Не надо ее варить для этого супа целыми клубнями.
Я предполагаю, что такой суп можно сготовить и в постном варианте. Например, вместо мяса взять фасоль. Да и к мясу, если мяса немного, можно положить либо фасоль, либо даже узбекский горох нут. Уверяю вас, получится очень вкусно. Ни к чему гоняться за этой неуместной аутентичностью. Вкусно, значит правильно. Повсюду, на телевидении, на радио, в газетах меня представляют как Сталих Ханкишиев, автор кулинарных книг. А вы когда-нибудь видели мои кулинарные книги? Хотите посмотреть, какие они? Это одна из последних моих книг. Здесь я рассказываю о своем детстве. Здесь я рассказываю о той еде, которая прошла с нами через всю жизнь. Вот и этот суп, например, зеленые щи здесь присутствует. Вот и второе сегодняшнее блюдо, жаркое, тоже присутствует в этой книге. А еще здесь кладезь самых разных рецептов. И какие-то салаты, и заготовки, и фаршированная рыба, и торт Наполеон. Словом, все то, что мы любим, помимо казана и мангала. Про казан и мангал у меня написано с десяток других книг. А это называется «Счастье кулинара». Знаете почему? Потому что я, Сталих Ханкишиев, занимаюсь любимой работой. И я счастливый человек. Лук поварился минут 20-30, начал опускаться. Прекрасно. Значит, самое время отправить в кастрюлю морковку и картошку. Морковка нарезана мелко, сварится быстро. И картофель нарезан не очень крупно, тоже сварится быстро. Я думаю, что наш суп будет готов минут через 20. И еще один ингредиент, без которого, в принципе, можно было бы и обойтись. Лавровый лист. Почему можно обойтись? Да потому что вкуса будет и без того очень много. Зеленый лук, репчатый лук, хорошее мясо, морковь, щавель. Я не знаю, кто здесь заметит лавровый лист. Но для порядка, для соблюдения традиций можно и положить. Ну а теперь давайте подумаем о внешнем виде нашего будущего блюда. Желтый цвет есть, морковка. Зеленого цвета будет очень много. Не хватает красного. Кладу не столько ради вкуса, сколько ради красоты. Но еще не время. Если перец отправить в кастрюлю сейчас, то он разварится, потеряет цвет. Нет, чуть-чуть попозже. После того, как нарежем зелень. Начнем с зеленого лука. Вот это нижняя часть, где много белого, пойдет вариться вместе с щавелем, а верхняя часть останется для украшения. Ну и щавель. Щавель по-вашему. Нарезайте полосочками потоньше. Где попадется листик жухлый, ну ничего, оборвали его, и остаток сгодится. Нарезаем примерно так же, как режут капусту на борщ. Стебельки, ну, можно немного порезать, но злоупотреблять не надо. Оставим кроликам. У вас были в детстве кролики? Господи, как же я мечтал о кроликах. Я хотел их развести прямо на веранде. Но мне сказали, а где же ты будешь кушать зеленый борщ? Так я и променял любовь к животным на любовь к хорошей еде. Видите, щавель я не экономлю. Кладу очень щедро. Да, этот суп должен быть бодрящий, кисленьким.
примерно таким же по концентрации кислоты, как хорошие русские щи из квашеной капусты. Вы квасите капусту на зиму? Я не знаю, как живут и чем питаются те люди, которые не умеют квасить капусту. Капусту следует квасить обязательно. Обязательно надо солить, мариновать и консервировать помидоры, огурцы, все, что возможно. Хорошо питается тот, кто надеется сам на себя. Вот так. Ну и укроп да зеленый лук на украшение. Будет тарелочки живым плавать, возбуждать аппетит. Ну и укроп. А вы знаете, вот в Европе не везде едят укроп. Укроп едят в России, укроп едят в Средней Азии, укроп едят на Кавказе. Я думаю, такие мелкие детали очень ясно показывают, кто кому роднее. Ну, в самом деле, что это за русский суп без щепотки укропа в тарелочке? Вот теперь у меня есть время. Минут 15, может быть 20. Близок финал. Во всяком случае, мясо уже вполне готово. Его пора вынуть из кастрюли, дать ему слегка просохнуть, остыть и нарезать на порционные кусочки. Ну а в кастрюлю отправляется болгарский перец. А еще самое время попробовать и выправить на соль. Я думаю, что добавлю еще примерно пол-ложки соли и будет хорошо. Кому понадобится больше, добавить в тарелки. Ну вот и все, практически готово. На минуту-две опускаем щавель и зеленый лук. Мне осталось только сказать, что в следующей нашей программе мы выйдем во двор, мы возьмем хорошее мясо, мы разожжем уголь и займемся по-настоящему мужской кулинарией. Ну а на сегодня у меня остался самый важный кулинарный совет в отношении зеленых щей, борща или зеленой шурпы. Называйте этот суп как хотите. Не переваривайте щавель. Минутку, только изменил цвет и все, готово. Можно подавать к столу. Что необходимо поставить на столе? Во-первых, хорошую большую тарелку. Во-вторых, нарезанное мясо, сметану, зелень. Правильно хлеб подобрать. Серый, черный и непременно вареные яйца. Сейчас вы все сами увидите. Вот такой суп, я вам скажу, помалу не едят. И прямо в тарелочку несколько хороших, добрых кусков мяса. Постненького, жирненького, ну и с прожилочками. Непременно, обязательно вареные и порезанные яйца. А еще пару чайных ложек сметаны с верхом. Сметаны я люблю побольше. И я не размешиваю ее ни по борщу, ни по щам. Я отщипываю от нее ложкой небольшие комочки. И она создает контраст. Горячие кисло-сладкие щи и прохладная кисленькая сметана. Зелень. Зелень не забудьте. Вот так, по краю тарелки. И вот теперь, дорогие мои, настал тот самый момент, когда я могу сказать вам: приятного аппетита. Кому захочется еще, просите добавки.